Всем привет, это новости с Чалым, и с вами, собственно, Сергей Чалый. И мы не можем не начать этот выпуск с, в общем-то, ожидаемой реакции на нашу прошлую программу, которая неожиданно для нас самих превратилась в расследование о том, кто же скрывается под псевдонимом Анны Силук, авторки многочисленных пропагандистских песен. По нашей версии, ей является Анна Сергеевна Лукашенко, жена среднего сына Александра Лукашенко. И через день после выхода нашей программы ее показали в прямом эфире во время трансляции финала телевизионного конкурса «Звездный путь», когда предсказуемо победу одержал исполнитель песни на стихи Анны Силук. Эта песня не состоялась бы без замечательной поэзии Анны Силук, потому что я увидел эти словесные обороты, вы поймете, услышите, они здесь такие необычные, такие непредсказуемые. Песня родилась просто спонтанно. Вот Зина Куприянович вместе с ней написали музыку. Да и то показали стыдливо, не подписав, не назвав истинного имени. Поэтому для тех, кто не знает, как в жизни выглядит Анна Лукашенко, эти кадры могли остаться незамеченными. В отличие от тех, кто следил за расследованиями Белорусского расследовательского центра, посвященной коррупции семьи Лукашенко и приближенных к ней бизнесменов. Расследования, благодаря которым не в последнюю очередь Центр по расследованию коррупции и организованной преступности ОССРП назвал Лукашенко человеком года 2021 в области вот этой вот самой организованной преступности и коррупции. Ну а в прошлом 2022 году таким человеком был назван герой наших предыдущих выпусков Евгений Пригожин, глава ЧВК «Вагнер». Живой символ самых ужасных явлений России. Грязные деньги, первобытное насилие, цинизм и безнаказанность. Даже перед лицом российского закона в одной фигуре. И я бы добавил показные цинизм, насилие и безнаказанность, символом которых является печально знаменитая кувалда. Это и инструмент внесудебных казней, и устрашения Европарламента, а теперь еще и новый вид вооружений. На Новый год Пригожин привез ее на базу обучения своих боевиков. Новую разработку привез, да, вооружение. И надо, чтобы вы продумали, каким образом обучать, чтобы весь личный состав умел им работать. Ладно? Передаю пока в одном экземпляре. И если предназначавшаяся для Брюсселя кувалда была украшена каплями крови, то это гравировкой зайца в военной форме. На первый неопытный взгляд. Это всего лишь символ этого года по восточному календарю. Но для нас это дань художественному предвидению великого русского живописца Василия Ложкина. Еще в 2010 году в своей серии работ «Зай Пауэр» он предсказал эстетику русского Z-фашизма. При этом номинация Пригожина свидетельствует о появлении нового типа организованных преступников и коррупционеров. Большинство предыдущих обладателей звания были главами стран. Как, например, Болсонару, Бразилия, Мускат, Мальта, Дутерте, Филиппины, или Мадуро, Венесуэла. Вот что об этом говорят сами аналитики ОССРП. Использование Пригожина для наиболее грязной или опасной работы обеспечивает Кремлю репутационное прикрытие и при этом создает опасность того, что бизнесмен станет самостоятельным центром силы. И об этой опасности мы говорили в предыдущих передачах, видя в ней признаки системного разложения власти в России. Системного, потому что Пригожин не единичная такая фигура. Такую же функцию до него исполнял и продолжает исполнять глава Чечни Рамзан Кадыров. Несмотря на то, что в ходе прямой линии 29 декабря Кадыров заявил, что не претендует на власть в России, после такого мудрого, дальновидного, сильного, талантливого, честного, порядочного человека, как Путин, управлять страной практически невозможно, и поэтому мы будем просить у Всевышнего долгих лет нашему президенту. Он фактически бросает Путину вызов как самим фактом проведения этой линии, в то время как Путин от своей отказался, так и своим поведением во время нее, когда Путин сидит в бункере и теперь уже официально по причине боязни коронавируса. Кадыров демонстрирует свое физическое здоровье, выполняя отжимания, или скорее анжуманя. И это наша постоянная рубрика. Здесь могла бы быть наша шутка, но в интернете уже пошутили удачнее.
Из темы физического здоровья мы плавно переходим к герменевтике новогоднего обращения Лукашенко к белорусскому народу. Большинство комментаторов попытались анализировать текст речи, и, наверное, потому что не смотрели ее, как это сделали мы. Главный смысл обращения в видеоряде, который предшествует самому обращению. Постоянные зрители нашей программы знают, что пресс-служба Лукашенко в последнее время пытается не только показать его живым человеком, но и человеком прямоходящим. Длиннющий, полуминутный проход Лукашенко. Ну а если серьезно, то многих удивил откровенный цинизм Лукашенко, который год войны в Украине сначала назвал для нас мирным, затем задался вопросом, удастся ли этот мир сохранить, останется ли Беларусь островком безопасности. И здесь как раз важен сам вопрос, а не ответ, который абсолютно предсказуем. Ответ прост, все в нашей жизни будет зависеть от каждого из нас. Ну и чтобы совсем уже добить нас. Следующий год мы объявляем годом мира и созидания. Но на самом деле из его речей за прошлый год можно сделать вывод, что и нынешнюю войну-то он войной не считает, называя ее конфликтом. А вот экономические санкции для него гораздо страшнее. Ну вот, например, 4 марта. И не думайте, что нынешняя гибридная война, которая давно развязана и идет против Беларуси, это гораздо легче, чем ввязаться в какой-то конфликт в Украине. Конфликт в Украине, извините меня, сегодня начался, завтра закончится. Каким бы он тяжелым ни был. А вот та гибридная война, которая развернута против Беларуси, особенно санкционная война в экономике и финансах, это надолго. Или 11 марта. Через полгода, к концу года люди забудут, что это случилось с точки зрения экономики. Ну, то есть для Лукашенко вполне по Оруэллу нынешняя война вполне себе мир, а мобилизовываться надо в экономике, чтобы не мобилизовываться в военной области. Ну, как он неоднократно и говорил. Ну, или как сказано в сопроводиловке к указу номер 1 об объявлении года мира и созидания, белорусским ответом на милитаризацию в европейском регионе станет мирный созидательный труд соотечественников. Путем, как сказано там же, совершенствования системы военно-патриотического воспитания. Вообще интересно, как у диктаторов патриотическое воспитание все время оказывается военным, даже в год мира. Ну и путем демонстрации преимущества белорусской экономической модели в условиях глобальной турбулентности. Причем слово «демонстрация» здесь ключевое. Это такой экономический аналог показательных выступлений силовиков в стиле цирка Дю Солей. Единственное, что поменялось в оценке ситуации с момента начала войны для Лукашенко, это неприятное осознание масштаба санкций. Вот как он говорит об этом в новогоднем обращении. Достаточно разжечь конфликт в одной стране, как начинает лихорадить всю планету. И еще более неприятное осознание того, что война, которая мир, становится перманентной. Именно такова теперь официальная позиция Путина. Интенсификация боевых действий ведет к неоправданным потерям. Курочка по зернышку клюет. Ну, то есть, переводя на человеческий язык, жить белорусам придется в условиях бесконечной войны, глобальных санкций и экономической показухи, которой, собственно, и является пресловутое импортозамещение. И это наша постоянная рубрика «Прожектор технологического суверенитета». Последним таким примером импортозамещения является презентация белорусского ноутбука, про который гендиректор «Горизонта», его выпускающий, сказал: «Я не хочу сказать, что мы лучшее яблоко, но мы за ним следуем». Ну и вообще, раскрывается он лучше, разъемов у него больше. Впрочем, единственное, что в этом ноутбуке интересное, это его нейминг. Первый белорусский ноутбук HBook Mac 4, полное его название. То есть алгоритм понятен. MacBook, Букмак. Странно, что до этого же не додумались с ребрендингом бывшего Макдональдса, который злые языки называют по до сих пор еще висящей надписи «Мы открыты». Макдональдс, H-Donald's, Mac 4. И проблема решена. И это, кстати, не единственная проблема с неймингом у этого «Мы открыты». Как белорусский ноутбук продавался 3 дня, так и 3 дня продавались там и бургер панский, и бургер шляхетский, которых переименовали в родный и белорусский. На первый неопытный взгляд можно подумать, что вражеские названия заменили на идеологически выверенные. Но как тогда объяснить существование таких названий, как панский почастунок или панский драник? На самом деле причина глубже, и ключ к разгадке кроется в объяснении, которое дали в самом ресторане. По опросам гостей было
принято решение убрать свежий лук и добавить по 4 ломтика маринованных огурчиков. Ну а поскольку рецептура изменилась, изменилось и название. Маринованные огурцы вместо свежего лука. За этим скрывается противостояние масштаба, противостояние Ротшильдов и Рокфеллеров, кельтов и англосаксов, хазаров и славян. Ну или из последнего бульбоденсеров и свеклоподобных. Лук – древнейший овощ. Упоминание о нем есть в клинописи древних шумеров за 3000 лет до нашей эры. Изображение его можно видеть на стенах гробниц Древнего Египта. Целебные свойства его описываются в поэмах Гомера. В европейских государствах лук появляется в средние века, и производство его достигает промышленных масштабов практически во всех странах Западной и Восточной Европы. И первые сорта его именовались по географическим названиям центров выращивания: Варшавский, Штутгартский, Эрфуртский, ну и только потом уже Черниговский и Ростовский. А вот маринованный огурец появляется на Руси во времена Ивана Грозного. Вкус огурца сочли пресным и потому стали его солить и мариновать. То есть замена варшавского лука в панском бургере на русский маринованный огурец превращает его в бургер родной. То есть речь уже идет не только о технологическом суверенитете, но и суверенитете духовном. Но настоящих космических масштабов, причем буквально. Технологическая и духовная показуха достигает в предстоящем запуске белорусского космонавта на российском космическом корабле. Причем во время посещения Лукашенками Центра подготовки космонавта в Звездном городке выяснилось, что космонавткой будет женщина, выбранная из 6 кандидаток. Почему вдруг белорусская женщина, которая официально считается слабой для белорусской конституции, оказывается достаточно сильный для перегрузок на центрифуге? Это загадка, которая требует отдельного объяснения. И моя версия состоит в том, что для постсоветских диктатур женщина-космонавт имеет сакральное значение для легитимизации пожизненного правления. Так, в России именно Валентина Терешкова выступила с инициативой обнуления сроков правления Путина, ну и вообще отказа от ограничения на число этих сроков. Ну просто в Беларуси переставили ходы. Пожизненное правление уже есть, а женщины-космонавтки еще нет. Ну и в заключение нашей программы эксклюзивные кадры, не вошедшие в официальную хронику посещения Лукашенками Звездного городка. Нам показали, как Лукашенко заставил своего сына Колю сесть за тренажер стыковки с космической станцией. Хотите попробовать стыковать? Управлять. Коль, садись. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Но не показали, чем управлял Коля Лукашенко по ту сторону экрана тренажера. И это были новости с Чалым. До встречи через неделю. Пока. Уважаемые зрители, теперь у вас появилась возможность поддержать программу подпиской на Патреоне либо разовыми донатами с карты на карту и криптовалютой.